В этих краях Константина Никитиша знал каждый, особенно те, кто был причастен к охоте и рыбалке, а уж браконьеры вообще обходили его стороной. Константин Никитич, или по-простому дед Костя, был непростым деревенским жителем. Он всю жизнь работал в этих лесах и был настоящим коренным егерем. Как бы это странно ни звучало, но его даже звери в лесу знали. И отец его был егерем, и дед, и сын. Он надеялся, что и внуки тоже продолжат его дело. У него ведь 2 внука было, Ваня и Федя, тоже очень любили и почитали лес. Хороший подарок для пацанов будет, думал дед Костя, глядя в картонную коробку, из которой доносились громкие звуки. А что у тебя там в сарае происходит? Мне кажется, или там кто-то плачет и скулит, поинтересовалась у старого Игоря соседка Глаша. Глаша была первая сплетница на деревне. Она все видела, все слышала, все примечала. Работала в местном продуктовом магазине. Хотя женщина она была не злобная, одинокая просто, вот и заполняла пустоту, как могла. От тебя ничего не скроешь. Вот все ты узнаешь, соседка, сказал дед Костя, хитро улыбаясь. Да ладно, дед, тебе-то чего скрывать в такие годы? Расскажи, кто у тебя там в сарае, если это не тайна. Да нет никаких тайн, Глаша. Иди посмотри, чего я утром в лесу нашел. Ты же знаешь, что меня удивить очень сложно. Давно на свете живу, чего только не видел. Но у меня в голове до сих пор не укладывается то, на что некоторые люди способны. Столько жестоких зверей рядом с нами ходит, а мы даже не знаем. Да что там говорить? Иди за мной, покажу все. Вымолвил старик и направился к сараю. Открыв дверь, егерь посторонился, как настоящий джентльмен, и пропустил соседку вперед. В сарае было темно, но женщина сразу заметила поскуливающую на сене собаку, возле которой копошились 2 милых щенка. «А боже мой, где ты их нашел?» — удивленно поинтересовалась Глаша. «Дед, да ты волчицу из леса приволок». Глаза у продавщицы округлились от удивления. Волки были в жестком запрете в деревне, ни под каким предлогом нельзя было приносить сюда даже самого маленького волчонка. Уж кому-кому, как не егерю, об этом знать. Тихо, не шуми, соседка, лайка это, а не волчица, а то пойдешь болтать по деревне, что у меня в сарае волки, и дед строго посмотрел на сплетницу. А вот щенки были действительно волчатами, старый егерь ошибиться не мог, но соседке об этом знать было не положено. Щенята были настолько маленькие и неуклюжие, что не замечали друг друга и толкались, чтобы первыми вкусить материнского молока. Да, поняла я. А все же откуда? Никогда не догадаешься. Вот смотри, эту лайку в тайге какой-то негодяй к дереву привязал. А как иначе можно назвать человека, бросившего на верную смерть беременную собаку? У меня даже в мыслях не укладывается, как можно так поступить с животным. Это было настоящее варварство. Когда я ее обнаружил в лесу, один щенок уже копошился рядом с мамой, а второй малыш родился прямо на моих глазах. Похоже, что собака была брошена в лесу уже пару дней назад. Она еле держалась, а щенки скулили из последних сил. Видимо, были очень голодные. Заметил я все это, и сразу как-то в душе тяжело и грустно стало. Хоть одно утешало, что я на них наткнулся. Иначе всех бы ждала неминуемая гибель. Скорее всего, ее хозяин браконьер. Только они ради наживы готовы на любую подлость. Это ж надо. Глаша наклонилась и начала гладить собаку по свалявшейся шерсти. «Действительно, нелюдь, кто такое сотворил», — сказала она, вытирая слезинки со своего лица. «Как же жалко таких зверят, они же совсем маленькие. А что ты будешь делать с ними?» Дед Костя сказал соседке, что хочет подарить их своим внукам, Ване и Феде, но сперва решил воспитать их настоящими послушными зверями, а уж потом передать их внукам, потому что обученных собак сейчас сложно найти. «Слушай, дед, я сейчас схожу домой и принесу свежего парного молока. Или покушать. Что там едят собачки? Ты только скажи». И, получив ответ, она ушла за свежим молоком. Дед Костя, как сказал, так и сделал. Благодаря теплой заботе и присмотру, Зойка,
так он назвал собаку, быстро пришла в норму. Щенки немного подросли, и внучата забрали их себе. Их отец тоже был отличным охотником и обещал воспитать малышей как следует. Обученный верный друг и след в тайге найдет и от диких зверей сможет защитить. Зойка осталась у старого Игоря и была ему преданной верной помощницей во всех его делах. Она раскрылась и показала всю свою охотничью сущность. Собака была очень умной и смышленой, выполняла все команды хозяина, ходила за ним словно прирученный зверь. Собака была отличная, за что же прежний хозяин приговорил ее к смерти? Что она такого сделала? Чем провинилась перед ним? Скорее всего, потому что нагуляла щенков от волка. И вот однажды старый егерь решил пройтись по своему обычному маршруту. Территория была немаленькая, и пришлось взять с собой Зойку. Егерь всегда полагался на ее обостренные чувства и охотничьи навыки. С такой собакой не пропадешь и всегда найдешь дорогу обратно. Они уже прошли довольно много, как вдруг полнейшую тишину леса нарушил лай собаки где-то за деревьями. Старик сразу же насторожился, ему стало интересно, на что так резко начала реагировать опытная собака. Он бросился в ту сторону, откуда доносился ее лай, который был довольно злобным и агрессивным. Егерь выскочил на поляну, и то, что он увидел, повергло его в шок. Огромный мужчина сидел на земле и пятился назад, размахивая ножом в воздухе. Зойка лаяла на него с таким остервенением, что слюни вылетали из ее пасти. Она наступала на человека, злобно рычала, шерсть на спине встала дыбом. «Тайга, тайга, ты что, не узнала меня?» — кричал мужчина. «Похоже, что она тебя очень хорошо узнала, и я тебя тоже теперь знаю». Старик своим зорким глазом увидел, что под деревом, куда собака загоняла своего бывшего хозяина, был замаскирован большой капкан. Возможно, дружки-браконьеры бывшего хозяина собаки поставили ловушку на волка. Браконьер продолжал пятиться назад, и в какой-то момент его левая рука, которая была свободна от ножа, угодила в эти железные клещи. Раздался душераздирающий крик. Но дед Костя уже шагал прочь от этого места. А вскоре Зойка тоже догнала его, и они двинулись в сторону дома. А по лесу еще долго раздавались стоны и крики подлого предателя в человеческом обличии. «Ну вот, Зойка, он получил по заслугам, ты и твои дети отомщены. Я понимаю, сейчас ты даже не за себя мстила ему, а за своих детей, которые могли не родиться на этот свет по его вине. Так что вряд ли он еще когда-нибудь сможет взять в руки ружье. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.